Книга 14. Тао. Путь Вознесения. Одинарный тон языка света. Уроки овладения единством. 9 октава любви. Единство или объединенное сознание в действии. Цвет. Серебряный, белый, розовый, бледно-розовый. Природа. Интегрирующий. Единство. Тон, формирующий отношения синтеза, интеграции. Единство соединяет воедино все аспекты сознания таким образом, что каждое сознание признается одним из аспектов целого. Тогда сознание не отделяется одно от другого, и становится возможным общность всех сознаний. Объединенное сознание не считает границу препятствием. Скорее, граница является заслуживающей уважения и почитания, точкой дифференциации цели. Таким образом, единство сливает в почитании все аспекты целого, поскольку все они вносят вклад в достижение целостности видения. Отношение единства строится на принципах высшего блага целого, которому отдается приоритет перед индивидуальными потребностями любой части целого. У людей, или Земли, это выражается в деятельности, служащей исключительно целому, всей Земле, как живому сознанию, всему человечеству, всем живым видам на Земле. При вознесении, единство выражается только в тех действиях, которые дают возможность возноситься как самому человеку, так и человечеству, всем другим видам, и Земле в целом. Носители единства в качестве главного, или вспомогательного тона, будут заякорять такое сознание сначала в своей жизни, а затем в отношении всех других. В более широком плане, подобные люди будут заякорять парадигму единства, в которую войдет все человечество. В воплощении бледно-розового тона единства, восходящий, участвуя в групповых отношениях, учится взаимодействовать в единстве. Достигающий состояния бодхисаттвы и заякоряющий объединенное сознание в действии, будут омывать всех в своем присутствии воспоминанием о цивилизации, основанной на необусловленной любви. Такая цивилизация может начать формироваться только тогда, когда человечество вспомнит о возможности существования цивилизации другого типа. Омываемые вибрациями объединенного сознания в действии, и те, чьи души принимают вознесение, получат новую светокопию новой цивилизации на Земле. Эта светокопия дает пробудившимся возможность вспомнить все детали сообщества, основанного на единстве и необусловленной любви. Способные принять эту информацию, принесут действенные знания для новой формы управления Землей и человечеством. Вибрация объединенного сознания влияет не только на отдельных людей в процессе их персонального вознесения, но и на группы людей, пожелавших совершить вознесение совместно. Использование этого типа вибрации соберет вместе души тех, кто выразил согласие на коллективное вознесение. Единство предоставляет каждому собственное пространство внутри группы. Ни один человек не воспринимается как более или менее значимый, чем любой другой. Каждый что-то приносит в целое, и каждый почитаем за свой уникальный вклад. Каждый отдает и получает, сохраняя при этом равновесие, чтобы целая группа не истощалась в энергии, и могло поддерживать групповой энергетический поток. Человек, который вмещает уроки единства, может войти в новый консенсус вознесения людей, и участвовать в потоке энергии, проявленном между всеми присутствующими единомышленниками в консенсусе. Неспособность охватывать тон единства ведет к групповой динамике, которая не всегда способствует новому консенсусу. Некоторые посвященные предпочитали забирать грезу,
и энергию группы для собственных нужд. Такие посвященные были исключены из нового консенсуса, поскольку подрывали движение человеческого вознесения, истощая тех, кто эволюционировал. Для того, чтобы в ходе вознесения овладеть реалиями единства, восходящий должен отказаться от потребности отбирать грезу, энергию или жизненную силу у группы или какого-либо человека. Если полностью отклоняется тон единства, то человек потерпит неуспех в попытках научиться касаться других из единства и равенства в вознесении. Если внутренний мужчина склонен желать обрести силу в группе путем изъятия энергии у других, вместо того, чтобы позволить каждому собственную энергию в равенстве, это признак отклонения оттенков темно-розового тона единства. Если внутренняя женщина склонна желать раствориться в толпе или стать невидимой в отношениях группы, отдавая свою энергию, это признак отклонения светлых оттенков розового цвета, связанного с тоном единства.